Здравствуйте, друзья! Сегодня 29 апреля, это новости на канале Реально Черногория. Кстати, если вы хотите заказать натуральные, вкуснейшие мясные полуфабрикаты, молочную продукцию, домашний майонез и многое другое, то рекомендую вам ферму Сергея и Ольги Антоновых «Арганское село». Разумеется, есть доставка. Полный ассортимент и цены вы можете найти по ссылке в описании к видео. Ну а мы начинаем. Вот уже 3 дня в Черногории нет новых инфицированных, и Министерство здравоохранения с радостью заявило о том, что количество выздоровевших превысило число заболевших. Врачи очень просят воздержаться от групповых встреч в период первомайских праздников, чтобы сохранить положительную тенденцию в борьбе с вирусом. Напоминаю также, что 1 и 2 мая – это праздничные дни, то есть нерабочие, так что можете остаться дома и провести их в кругу семьи. Электродистрибуция предупреждает об отключении электричества в среду 29 апреля с 7:30 до 16 в части Шушени, а также с 8 до 14 в районах Грухи-До, Буичи, Литини, Лемляне, Каручи и Позани, а также кратковременное отключение в поле. Если я где-то ошибся с ударением, вы меня простите, тут главное донести информацию. И, кстати, завтра с 8 до 14 будет отключение электричества в поселке Дубрава. Также электродистрибуция наконец-то запустила сервис оплаты счетов через интернет онлайн. Счета уже давно можно получать на e-mail и SMS, так что теперь очереди для оплаты счетов поуменьшатся. Коммунальное предприятие Барской общины предупреждает жителей Бара и Сутаморы об обработке пальм от насекомых. Представители предприятия настоятельно просят не приближаться и не прикасаться к пальмам из-за возможных негативных последствий. Барская больница настаивает на предварительной телефонной консультации перед приездом в больницу. Речь не идет о срочных случаях, однако медики настаивают на уменьшении циркуляции посетителей в медицинских учреждениях. Телефоны специалистов Барской больницы вы можете найти по ссылке в описании к видео. С 4 мая ношение маски будет обязательным для всех закрытых общественных помещений. Действие комендантского часа было продлено до 18 мая. Выходить из домов после 23 часов могут только владельцы собак на 1 час, а также работники со специальными разрешениями и еще некоторые группы граждан. Напоминаем, что все еще действует запрет на групповые собрания лиц, не являющиеся постоянно проживающими вместе. То есть в гости пока лучше не ходить. Полный список ограничений и сроков вы можете видеть сейчас на экране. 10 тысяч тонн высококачественной французской пшеницы в Барский порт придут в конце недели из французского порта Фо. Такое количество пшеницы покроет примерно 3-месячное потребление всей Черногории. Это совместный проект Черногорского министерства экономики и крупной французской компании «Трансгейн», которая имеет не только экономический, но и политический посыл. 5 миллионов евро будет потрачено на зарплату и социальные отчисления работникам туристической сферы в течение ближайших 2 месяцев. Помощь будет комплексная и более объемная, заявил премьер-министр Черногории. Надеемся, что помощь будет не только туристическому сектору. Паромная линия Бар-Бари, связывающая Черногорию и Италию, начнет свою работу предположительно не с 20 мая, как предполагалось ранее, а с 16 июня. Несмотря на неблагополучную ситуацию, представители компании-перевозчика оптимистично смотрят на перспективы. Коронавирус, кажется, повлиял на все сферы в этом мире. Не остался исключением и «Оскар». Для появления в номинации фильм должен быть показан в кинотеатре. Однако из-за того, что все кинотеатры закрыты, номинированы будут фильмы с онлайн-стриминговых платформ. Когда будут открыты кинотеатры в США, никто сказать не может. Количество заболевших перевалило там за 1 миллион. На сегодня, друзья, все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с какого вы города и с какой страны, чтобы мы могли более точно и интересно подбирать новости для вас. И напомню, что новости для вас подготовили Варвара Бойкова и я, Михаил Петренко. И спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.